Добрый день, друзья! Как мы долго ждем отпуск и как мы боимся оставить свои орхидеи без присмотра. Давайте разберем несколько вариантов, как можно без потерь провести свой отпуск, не думая о том, что наши орхидеи страдают без полива или наоборот пересушены, или кто-то их зальет в наше отсутствие. Как же можно пройти этот долгожданный период без потерь? Я буду показывать на примере орхидеи Гоя. Она выпустила цветонос и еще пробудила одну почку, зацвела. В горшке видно, что корни все сухие. Я вам часто показываю, говорю, недавно поливала, поэтому зеленые корни. Вот сейчас видно через пластик, что корни у орхидеи все сухие. Я не о ней буду, о ней тоже буду рассказывать, но для того, чтобы вам рассказать, как я потом это делаю и как я свои орхидеи оставляю, мне нужно вот эту орхидею сейчас просто полить. Я залью в нее воду, пусть она напитывается корни у нее, пусть она стоит в водичке, а я пока вам расскажу несколько вариантов, как можно оставить свои орхидеи на время отпуска. Ну, заодно и покажу, как я поливаю орхидею. Вода у меня 29,5 градусов. Я и летом, и зимой всегда поливаю орхидеи теплой водой от 28 до 32 градусов. Сверху заливаю воду. Делаю это потихонечку. Горшки все разные. Вот именно этот горшок имеет особенность. Если быстро начинаю наливать, через эти ножки-дырочки плохо проходит вода. Поэтому здесь поднимается водичка, а там еще нет. И если я заливаю медленно, тогда равномерно в горшок наливается вода. Я заливаю не на 2/3, а почти полный горшок. Ну вот так, 2 пальчика остается у меня здесь. Сразу начинает веломен набирать воду, и видно, что корни зеленеют. Ну вот пока я вам буду рассказывать, пусть горшочек постоит с водичкой. Сегодня наблюдает за нашими съемками наша кошка. Это Лаки. Она редко попадает в кадр. Но не звезда, она не любит она фотографироваться и тем более участвовать в наших съемках. Посадки орхидей у всех разные. У кого-то растут орхидеи в коре, у кого-то растут в керамзите, у кого-то смешанный грунт, может быть и кора, и керамзит. То есть и органический грунт, и неорганический грунт. У меня все орхидеи посажены в керамзит. У меня чисто неорганический грунт. Если у вас орхидеи в коре, но если вы их не вчера, конечно, посадили, и знаете влагоемкость своей коры, то после посадки примерно, даже если кора была очень сухая при посадке, она за какой-то период времени, когда вы ее поливаете, просушиваете, поливаете, просушиваете, у нее все равно влагоемкость сильно увеличивается. И если у вас орхидеи в коре, вы просто замочили полностью горшок, слили всю воду и оставили орхидею просыхать. Если вы уехали на неделю, то в этом вообще ничего страшного. У вас даже орхидея не успеет в коре просохнуть. А если вы уехали на 2-3 недели, вот это как раз то время, за какое просохнет хорошо кора, вы заодно и от подора избавитесь. И как раз к вашему приезду орхидею нужно будет поливать. В посадках в коре мы никогда не используем никаких мокрых пяточек, потому что настолько будет долго сохраняться влага,
что к вашему приезду, если вы поставите вдруг орхидею в коре на мокрые пятки, корни просто орхидеи сгниют. Вот у кого в коре вообще никаких вопросов. Залили, вылили, оставили и спокойно уехали. Точно так же, если у вас смешанные посадки. Если и кора, и керамзит тоже напитали кору и оставили. Неважно, что у вас там керамзит. Я не делаю таких посадок. Единственное, у меня в таких посадках в разный грунт это котлеи, это анцидиум у меня так посажен, это у меня дендрофаленопсисы. Я тоже замочу спокойно их и уеду. Но мой отпуск еще не скоро, поэтому пока этого я не делаю. А вот то, что касается керамзита, конечно, вот только в этом случае я применяю полив мокрые пятки. Причем в прошлом году я уезжала, но не меньше, чем 20 дней у меня получилось. Некоторые орхидеи, так как это был сентябрь и нужно было готовить орхидеи к цветению, одни орхидеи я вообще полила и без воды оставила полностью просыхать. И если помните, видели, ничего плохого с орхидеями не случилось. Они просто высохли. Но немного был потерян тургор. Чуть-чуть нижних листиков был потерян тургор. Но это не тот момент, когда орхидея решила питаться этим листом. Когда она начинает питаться, она начинает отсушивать, она забирает все питательные вещества. А если просто немножко листик потерял, буквально приехала, полила, весь тургор восстановился, не потеряны никакие межклеточные связи в листиках, ничего даже не случилось с теми орхидеями, которые у меня простояли без полива 20 дней. Там их было немного, их было всего 20 штук. Что я делаю обычно? За день до отъезда, если у вас 20 орхидей, то, конечно, за день до отъезда. Если у меня их 200 и более, то я это начинаю делать за 3-4 дня. Но давайте говорить о том, что немного орхидей. Вот немного орхидей за день до отъезда. Вот так поливаю орхидею. Полила, дала ей постоять. Рассказывала вам недавно в ответах на вопросы, что я даю возможность постоять орхидеи вот так в воде, чтобы все корешки стали очень хорошо зелеными, чтобы не было, не осталось вот таких светлых корней. То есть, может быть, это пройдет не 15 минут, не 20. Иногда у меня стоят орхидеи хорошо высушенные, но забыла, закрутилась и час простояли. Потом просто хорошо всю воду сливаю. Всю воду слила и оставила их дальше просыхать. За день вот так хорошо поливаю орхидею. Потом сливаю воду. Полностью сливаю. Все равно здесь остается какое-то количество воды. И за день вот сюда, полсантиметренька воды сливается. На следующий день, в последний день перед отъездом, я в каждую орхидею, что важно, я проливаю и верхние корни. Наливаю воду по кругу. Здесь же у нас уже нет торфяного стакана, поэтому стараюсь намочить все верхние корешки. Не воздушные, которые торчат из горшка, а те, которые находятся хотя бы сверху здесь в горшочке. По краю обязательно пройтись, потому что некоторые корни остались вот здесь. Сверху, вот здесь, где было 2 пальца не налито воды, они остались серебристые. Поэтому стараюсь
пройти и по краю горшка. И наливаю воды. Сейчас вы увидите. Вода дошла до внутреннего горшка. Прикладываем еще раз один пальчик. И наливаем водички вот ровно на мой пальчик. Ну, это может быть сантиметр-два, ну, не больше 2 сантиметров. Вот в таком состоянии орхидею можно спокойно оставить на 3 недели. Сначала орхидейка корешками наберется вот этой водички. Эта водичка уйдет. Здесь у меня проросший есть корешок, но если даже нет проросших корешков, это не важно абсолютно. Потом останется вода только внизу горшка. Она потихоньку будет испаряться и подниматься по горшку, давать еще питание орхидейке, и в конечном итоге вся испарится. И даже если неделю простоит орхидея без воды, как раз будет хорошая просушка. Вот только в этом случае я пользуюсь вот этими мокрыми пяточками, только когда уезжаю. Даже если у нас будет сейчас очень жарко, я не наливаю в орхидеи воду. Если очень-очень жарко и за 5-6 дней орхидея просыхает очень хорошо, прям, ну вот видели сейчас, очень хорошая просушка. С полива прошло 8 дней. А у вас просто нет времени, даже вы никуда не уехали, но у вас нет времени поливать орхидею каждые 5-6 дней. Можно налить в орхидею водички, но тогда эта вода должна не касаться внутреннего горшка. Вот этого внутреннего горшка, она не должна подниматься выше внутреннего горшка. Она должна быть или вровень, или буквально на 2-3 миллиметра меньше. То есть, когда я дома, я не использую мокрые пятки вот в таком варианте. Это только для отъезда. Если у вас нет времени, вы можете налить водичку только до основания внутреннего горшка. Для того, чтобы увеличить время между поливами. Если вы поливаете свои орхидеи раз в 2 недели. Но здесь еще есть небольшой нюанс. В тех регионах, в которых очень жарко, обычно в квартирах есть сплит-системы. А вот эти сплит-системы, они просто из комнаты, ну, знаете, сплит-система, от нее шланг, и всегда льется вода. Вот они осушают наши квартиры. И, конечно, забирают влагу у орхидей. Вот когда включена сплит-система, тогда вот этот полив, даже не во время отпуска, ну, оправдан. Тогда корни не загнивают. Вот вы не поверите, у меня, вернее, даже поверите, когда я так наливаю при включенных сплит-системах, у меня буквально за 3 дня вот эта вода исчезает. То есть сплит высасывает всю воду из орхидей. И, конечно, не только из горшка, но и из корней бывает. Поэтому вот здесь оправдано в очень жаркое время. Но я понимаю, что когда уезжаем, сплит-систему мы включенной не оставляем. Поэтому достаточно будет вот такого полива. Даже здесь многовато воды. Я чуть-чуть меньше налила, наверное, когда уезжала. Ну вот так, буквально 1,5 сантиметра. Не надо много наливать. Вот к вашему приезду никакой воды в орхидее не останется. И хорошо просохнет. Вот этот полив замечательный для отпуска. И этот полив можно применять только к неорганическим грунтам. Вот такие хитрости я использую во время моего долгого отсутствия и не заставляю никого поливать свои орхидеи.
Даже, говорю, дочери к орхидеям в двойных горшках не подходить. Прошу поливать только те орхидеи, не пересаженные, которые находятся еще в покупных горшках. Да, там раз в 8-10 дней я прошу полить по краю горшочка. Ты пришел ко мне? Вот так? Даже на стол? Все. А Сёма хочет поучаствовать в съемках. Сём, ну все, ложись. Не только поучаствовать, но еще потихоньку помурчать. И лизнуть камеру заодно. Так, Сём. Все, ложись. Вот так. Вот такой у нас участник съемок пришел. Так. Да. И петь нам песни. Ой, а шерсти из тебя сколько. Можете смело оставлять все орхидеи, которые у вас посажены в керамзит. Ваше отсутствие во время своего отпуска, с ними ничего не случится. Хорошего всем отдыха. До новых встреч. Увидимся на канале.